Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Ну и куда без того, чтобы пожамкать своего парня? Да, Чонгук. А лучше сразу 2 раза. Девятое место. Его глаза говорят сами за себя. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Свадьба в Вегасе?» Зеленый свет от Тэхёна и ответ Чонгука, который сведет вас с ума. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Чонгук просто решил опуститься перед ним на колени. Седьмое место. Чонгук – тот тип заботливого бойфренда, который даже идя отдельно будет оглядываться и проверять, все ли с тобой в порядке. Шестое место. Поведение пары. Давайте вспомним, как сильно Тэйкук липли друг к другу на Ама. Столько прикосновений, нежностей, разговоров, всегда внимательны друг к другу. Максимальная вайб-энергия – лучший пауэр-капл в мире. Тэхён чисто такой: Чонгук, хватит делать вид, что мы только увиделись и не провели ночь в объятиях друг друга, а потом разъехались просто на разных машинах. Пятое место. Магнитики примагнитились самым естественным образом.
4 место. Чтобы вы понимали, Чонгук отнюдь не перышко. Он шкаф, набитый мышцами, и как же Тэхён его легко поднял. А все, потому что своя ноша не тянет, особенно когда настолько драгоценная и любимая. Третье место. Новости. Коллекция колец Греф у Чонгука выглядит по-настоящему роскошно. Чонгук выбирает украшения из культовой линейки Lawrence Gref Signature от знаменитого британского бренда, известного своими уникальными бриллиантами высокого качества и основанного королем бриллиантов Лоуренсом Графом. Чонгук гармонично сочетает их в единый сет на одном пальце, миксуя лаконичное белое и розовое золото 18 карат с более дорогими моделями, полностью усыпанными бриллиантовым пави. Этот прием идеально дополняет его привычный оверсайз-гардероб, превращая даже самый простой минималистичный образ в ультрароскошный аутфит. Когда пытаешься привлечь внимание Тэхёна прекрасной актерской игрой, а внимания так и нет. Те самые щеки, которые не просто съесть. Как бы их взять и затискать обоих? Похоже, что британский ювелирный бренд класса люкс Греф отправил Чонгуку цветы во время тура в Японии. Интересно, что в последнее время Чонгук часто носит кольца от Греф, в том числе вчера в аэропорту и во время своих недавних прямых трансляций. Также официальный аккаунт Греф в Instagram сделал новый пост несколько часов назад с подписью «Начинается золотая эра». Это все просто так или все же что-то намечается? Не представляю, как Тэхён выдерживает его взгляд. Эффект V, обеспечивающий рост прибыли компаниям, с которыми работает. Лицо V увеличило выручку Celine на 591%, и это был всего лишь первый бренд, который он незаметно преобразил. После того, как он стал глобальным послом Celine в 2023 году, операционная прибыль люксового дома выросла на 591% всего за один год. Затем его компания Compose Coffee увеличила чистую прибыль сети на 186%,
и привлекла 2,5 миллиона новых пользователей приложения. К его 9-му бренд-соглашению цифры обрели название «Эффект V». Одно лицо, две отрасли, результаты, с которыми никто не может поспорить. Шептаться друг с другом среди толпы – это вершина близости. Лучший контент – спящие Тейкук. Боги, он нереальный. Издатели журнала Famous Music приговорили к условному наказанию за крупное мошенничество, превысившее 100 миллионов вон. Для совершения преступления он использовал схему продажи футболок с символикой группы BTS. 22 числа издатель журнала Rolling Stone Korea по фамилии Им был приговорен к 1 году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Решение вынес судья Ким Бамджин из 10-го уголовного отдела Южного окружного суда Сеула. Им обвинялся в мошенничестве на сумму более 100 миллионов вон, примерно 75 тысяч долларов США по текущему курсу. По данным следствия, он вводил инвесторов в заблуждение, предлагая им участие в коммерческом проекте, бизнесе по продаже футболок с изображением BTS, где участники коллектива якобы должны были выступить в роли моделей. Под эти обещания им привлекал инвестиции, обещая высокую доходность от продаж. Проект так и не был запущен, а собранные деньги, по версии следствия, были использованы не по назначению. Прокуратура настаивала на реальном тюремном сроке, подчеркивая масштаб ущерба и преднамеренный характер действий обвиняемого. Адвокаты Има настаивали на смягчении наказания, указывая на частичное возмещение ущерба некоторым пострадавшим и отсутствие у него судимостей в прошлом. Судья Ким Бамджин признал Има виновным, но счел возможным назначить условное наказание с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Это означает, что если в течение этого периода обвиняемый не совершит новых правонарушений, реального лишения свободы не последует. Примечательно, что сам Им не явился на слушание по оглашению приговора. Причины его отсутствия официально не уточняются, но это может быть связано как с организационными моментами, так и с попыткой избежать публичного внимания. Этот случай иллюстрирует, как высокая популярность кей-поп и в частности группы BTS может провоцировать мошеннические схемы. Фанаты и инвесторы нередко готовы вкладывать средства в проекты, связанные с артистами, что создает почву для злоупотреблений. Приговор служит предупреждением для других участников рынка. Использование чужой репутации и ложные обещания могут привести к уголовной ответственности, даже если сумма ущерба не является астрономической. Любимая поза Тэхёна для любования Чангука.
Ресторан Джамин Гукбоп в Инстаграме. В течение 2 дней Намджун, Тэхён, Джин и Хасок посетили ресторан Джамин Гукбоп. Эта короткая встреча стала для нас особенным и незабываемым моментом. Мы будем хранить в памяти те теплые слова, которые Ви написал для нас, и гордиться ими. Он сказал, что обязательно вернется, и мы с нетерпением будем его ждать. Также мы хотим поблагодарить всех гостей, которые проявили интерес и поддержку и посетили наш ресторан. С любовью и теплом в каждой миске гукбопа мы и впредь будем с вами. Еще раз спасибо за ваши ценные визиты. В заключение хотим выразить искреннюю благодарность нашим фанатам, которые пришли сюда, следуя по стопам участников BTS. От всей семьи Джамин Гукбоп. Король сцены. Он реально становится другим человеком. Альбом «Арирэнк» получил звание лучшего альбома 2026 года по оценке американского издания Rolling Stone и британского журнала NME. 5-й студийный альбом «Арирэнк» занял почетное место в списке лучших альбомов первой половины 2026 года, получив высокие оценки от ведущих международных изданий. С момента выхода альбома американские и мировые музыкальные журналы, такие как Complex, Rolling Stone и британская NME, единодушно признали его лучшим релизом года. Это подчеркивает влияние BTS на глобальную музыкальную сцену. Rolling Stone отметил, что возвращение группы стало ключевой темой мирового музыкального рынка в 2026 году. Издание высоко оценило альбом за мастерское сочетание корейских традиций и современных музыкальных тенденций. NME также подчеркнул, что BTS, как крупнейшая мужская группа в мире, успешно восстановила свои позиции, органично соединив культурное наследие Южной Кореи с глобальными музыкальными влияниями. Британская газета The Telegraph и американское онлайн-издание Salon включили «Арирэнк» в свои списки лучших альбомов года. Они отметили BTS как зрелых артистов, которые представляют кей-поп и являются выдающимися певцами. The Telegraph особо подчеркнула, что группа вернулась к своим хип-хоп корням и успешно отразила корейскую идентичность в своих треках. Похвалы получили и отдельные композиции альбома. Complex высоко оценил «Хулиган» за непревзойденное присутствие на сцене. NME назвал «Body to Body» обязательным треком для прослушивания. Consequence выбрал «Swim» и «Хулиган» лучшими песнями первой половины года, подчеркнув широкий музыкальный спектр BTS и их способность безупречно исполнять как хип-хоп биты, так и сложные рэп-композиции. «Арирэнк», выпущенный BTS в феврале 2026 года, стал их первым релизом за 3,5 года. Альбом состоит из 14 треков, которые передают универсальные эмоции, такие как чувство принадлежности к группе, тоска и глубокая любовь. Он продолжает серию побед, возглавив глобальный еженедельный чарт Spotify. Это стало 8-м альбомом группы, занявшим первое место. В июне BTS начнут свой грандиозный европейский тур, стартовав в Мадриде, Испания. Тур включает 88 концертов в 34 странах и является самым масштабным в истории кей-поп. Этот бро так влюблен. Согласно книге рекордов Гиннесса, Ким Тэхён установил мировой рекорд
по самому быстрому достижению 1 миллиона подписчиков в Instagram, это произошло всего за 43 минуты после открытия публичного доступа к аккаунту 6 декабря 2021 года. В тот же день он поставил и другие впечатляющие рекорды. 10 миллионов подписчиков были набраны за 4 часа 52 минуты, а позже он достиг отметки в 50 миллионов подписчиков за рекордно короткое время. Это также было зафиксировано книгой рекордов. Ким Тхэ Хён стал первым корейцем, чье количество подписчиков в Instagram превысило 54 миллиона. Кроме того, один из его постов набрал 20 миллионов лайков. Такое удалось лишь 10 пользователям в мире, а еще у него есть 4 поста с 19 миллионами лайков каждый. Рекордный рост подписчиков стал возможен благодаря огромной базе фанатов. Когда у Тэхёна хорошее настроение, он способен из любой мелочи сделать шутку. Корейские нетизены возмущены мягким приговором бразильской сталкерши Чангука. Приговор, вынесенный гражданке Бразилии, которая на протяжении нескольких недель преследовала Чангука, вызвал бурную реакцию среди корейских пользователей сети. Несмотря на то, что сам артист настаивал на строгом наказании, суд ограничился условным сроком. После завершения всех юридических процедур женщину ожидает принудительная депортация из Южной Кореи. Многие нетизены сочли такое решение слишком мягким и выразили опасения, что подобный вердикт может стать опасным прецедентом для других сосен-фанатов. Во время вынесения приговора суд отметил, что обвиняемая продолжала свои действия, несмотря на предупреждение правоохранительных органов, а сам Чангук просил назначить строгое наказание. Тем не менее, суд посчитал возможным учесть мотивы ее поведения. В решении было сказано, что женщина якобы не собиралась причинять вред артисту, а лишь пыталась выразить свои чувства. Также было отмечено, что Чангук лично не слышал звонков в дверь, так как в тот момент не реагировал на них. Сама обвиняемая не проникала непосредственно в жилые помещения, а нарушение запрета на приближение было признано относительно незначительным. Дополнительным фактором стало то, что к моменту вынесения решения женщина уже провела под стражей около 3 месяцев. Суд также учел, что после вступления приговора в законную силу ее ожидает депортация, а значит вероятность повторного преследования на территории Кореи будет минимальной. Реакция корейских пользователей сети. Многие пользователи заявили, что решение суда выглядит чрезмерно снисходительным и не учитывает психологические последствия, которые пережил артист. От такого можно сойти с ума. Даже представить страшно, какое давление и стресс испытал Чангук. Разве сталкеры не всегда оправдывают себя любовью? Почему суд повторяет эти слова? Если даже Чангук, который всегда с теплотой относится к поклонникам, потребовал строгого наказания, значит ситуация действительно была серьезной. Получается, можно месяцами терроризировать человека, нарушать предписания полиции, проникать на территорию его дома, а потом просто вернуться на родину? На фоне произошедшего в сети вновь разгорелась дискуссия о том, достаточно ли строго южнокорейское законодательство наказывает за сталкинг и действительно ли существующие меры способны защитить жертв преследования. Я так ждала, что Тэхён наконец поцелует Чангука сзади в шею. Эх, Тэхён, обломщик!
Мадрид прямо сейчас готовится к настоящему музыкальному вторжению BTS. По данным СМИ, для испанского этапа мирового тура «Ариренг» в столицу уже прибыла колонна из примерно 150 грузовиков с оборудованием, и это по-настоящему впечатляет. Тур и правда выглядит одним из самых амбициозных в истории группы, а мадридские концерты все громче называют главным музыкальным событием года. Прямо на глазах подготовка превращается в масштабную логистическую операцию. За считанные дни в город доставляют все для грандиозного шоу: модульные сцены, световые конструкции, гигантские экраны, технику для спецэффектов и оборудование для 360-градусного формата. Каждый грузовик везет часть той самой атмосферы, ради которой фанаты собираются тысячами. Для Испании это уже не просто концерт, а событие исторического масштаба. Музыка BTS буквально въезжает в Мадрид целым караваном техники. И кажется, город точно не останется прежним. Тэйкук счастливы, когда их взгляды встречаются. И тут же оба делают вид, что я вообще смотрел не на тебя, я тут просто мимо проходил. Для Испании это уже не просто концерт, а событие исторического масштаба. Музыка BTS буквально въезжает в Мадрид целым караваном техники. И кажется, город точно не останется прежним. Тэйкук счастливы, когда их взгляды встречаются. И тут же оба делают вид, что я вообще смотрел не на тебя, я тут просто мимо проходил. Чангук, спасибо, что ты забыл наушники, и мы стали свидетелями этой прелестной нежности. Карточка с текстом из нового поста Тэхён из ресторана Итаник Гарден шеф-повара Сон Джон Вона в отеле Джоусон Пэлис. Видимо, Тэхён при посещении ресторана сфотографировал одну из карточек, которыми официанты пользуются, чтобы рассказать гостям о блюдах из меню. Перевод. Весенняя дикая зелень, Wild Spring Greens. В моих глазах все это выглядело как одинаковая зеленая трава, но взрослые, словно по волшебству, говорили: это Чонха, Джианхо, а вон то, Нэнье, Нэньджи, наполняя свои корзины, будто во время игры в поиск сокровищ. Для меня весна была временем года, которое начиналось с этих собранных нами сокровищ. Я хотела поделиться с вами этими драгоценными весенними воспоминаниями. Рози Бии, помощник генерального управляющего. Второе место. Это так интимно. Если бы взглядом можно было сожрать, от Чангука остались бы сплошные крошки. Время идет, но ничего не меняется. Первое место.
Чонгуку понадобилось больше 10 секунд, чтобы вернуться на Землю. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.